Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в работе машинка Volvo S60 и замена лампочки перегоревшей в установке управления климатом. В данном обзоре мы разберем две машинки. Значит, вот эта рестайлинговая, она с рамочкой S60, и потом переместимся в Volvo S80. Там до рестайл, и там немножко все по-другому, и там намного все легче происходит. Здесь сложнее. Давайте приступим. Машинку я обесточил. Как правильно обесточить машинку, я ссылочку оставлю в описании. Мне так проще. Лампочки по нижнему ряду освещают всю нижнюю часть. И если у вас перегорели две лампочки посередине, то считайте, что в рестайловой модели вам повезло. Вам будет достаточно снять весь этот блок в сборе и с обратной стороны выкрутить лампочки и поменять, к ним есть свободный доступ. Но в данной ситуации мне не повезло. Лампочка перегорела самая нижняя, ее изнутри закрывает моторчик, и помимо этого задняя крышка на головном устройстве, на магнитоле, простым словом, она закрывает полностью и климат. И как раз там никак не подобрать. В общем, сейчас давайте я сниму, и мы все это вместе посмотрим. В первую очередь отщелкиваем декоративную панель. Дальше берем торкс на 25 и выкручиваем два самореза. После того, как открутили два самореза под торкс, вытаскиваем панель. Панель вытаскивается на себя. Сейчас я подложу тут. Итак, в первую очередь я сниму провод с прикуривателя, чтобы ее можно было положить. Теперь при помощи крючочков я отсоединю фишки проводов. Да, кстати, хотел вам показать. Вот здесь реализован так называемый Ятур, который подключается к магнитоле, и можно слушать MP3 диски. Значит, здесь простейшая система. В комплекте с Ятуром уже идет кабель готовый с фишкой. Фишка вставляется в магнитолу, и питающий провод 12-вольтовый подключается к красному проводу, который запитывает всю эту систему. Дальше его можно вывести хоть куда. То есть здесь он выведен в ноги водителя. Не знаю, видно, нет. Есть кто выводит в бардачок. Я бы, например, вообще бы вывел куда-нибудь, может быть, сюда, либо в подлокотник, в пустое пространство. Продолжим. Предлагаю перейти за стол и спокойно все это дело разобрать. И так как я уже показывал, есть доступ к двум лампочкам. Остальное все закрыто кожухом. Причем этот кожух, он целиковый. Он закрывает головное устройство и климатическую установку. Придется все разбирать. Блок извлечен. Наша лампочка вот эта. Значит, мною в Москве была приобретена лампочка оригинальная вольвовская. Сие удовольствие стоит 425 рублей. Вот это вот чудо-юдо стоит 425 рублей. Слов нет. Ставим новую лампочку.
Лампочка заменена, осталось всю эту бандуру установить на место. Ну что ж, все установлено. Сейчас мы подключим аккумуляторную батарею, въедем в гараж в темный и уже посмотрим, как это все работает. Надеюсь, получилось с первого раза и лампочка новая загорелась. Как-то за 400 рублей не хочется думать о том, как ехать и ее менять и как потом это все доказывать. Перед подключением аккумуляторной батареи обязательно включаем зажигание. Делается это для того, чтобы в момент подключения минусовой клеммы, если мало ли что-то тут замкнет, какая-нибудь здесь произойдет, какое-нибудь чудо-юдо, чтобы подушка не выстрелила вам в лицо, когда вы сядете в машину после подключения. Если вдруг что-то произойдет, чтобы это произошло в отсутствии вас в кабине, то есть вы будете там сзади подключать и что-то стрельнет, это очень маловероятно. Но инструкция такова. Подключаемся. Да, все светится, но сейчас я прикрою ворота. Снял в темноте. Все заработало. Итак, дорогие друзья, мы в дорестайловой модели. Климатическая установка вытаскивается отдельно от магнитолы. И это очень большой плюс. Для того, чтобы ее вытащить, поддеваем. Здесь две стальные такие пружины, очень-очень мощные, два таких стержня стальных. И они держат ее сейчас в замкнутом положении сверху. Поэтому сначала выдергиваем одну, потом вторую. Вот эти пружины. Ну и в данной модели можно уже добраться до лампочек так, ничего не отключая, не скидывая клемму с аккумулятора. Только все надо делать аккуратно. Если, например, вы не уверены, но вот есть какие-то сомнения, то лучше, конечно, обесточить машину. Мало ли здесь что-то коротнете. А так здесь открывается свободный доступ. Вот сверху у нас идут кнопки, освещают две лампочки в белом цоколе. И ниже идут 4 лампочки в сером цоколе. Лампочки эти отличаются. Поэтому имейте в виду. Для того, чтобы снять здесь магнитолу, также два торкса откручивается и все это хозяйство вытаскивается. Все предельно просто. Ну что ж, ставим на место. В первую очередь вставляем в пружины в эти фиксаторы. Все, щелка, она на месте. На этом, дорогие друзья, вторжение в центральную часть консоли нашего автомобиля завершено успешно. Легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч!